Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет у меня обзор фурнитуры с сайта Алиэкспресс, ну и уже знакомого нами магазина. Вся фурнитура с покрытием 14 карат. Ну и как гарантирует поставщик, что до 2 лет это покрытие держится. Стойкое. Начну я с колечек. Вот такие колечки выбрала в этот раз. 6 миллиметров и толщина колечка 0,7 миллиметров. Были разные размеры, от размера и толщина варьируется. В этот раз я взяла 6 миллиметров, так как у меня и меньше есть, и больше. А именно такого размера у меня и не было. А бывает и нужно что-то и среднее. Цвет хороший, но и уже проверено, качество тоже хорошее. Уже пользуюсь не первый раз такими. Так, следующее это вот такие пусеты. Посмотрите, какие красивые. Я уже посмотрела. Качество супер. Вот такие палочки. 45 миллиметров палочка. На ней, наверное, припаяны хорошо. Два шарика. Один шарик 6 миллиметров, другой 8. И здесь есть петелька, где можно прикрепить еще что-нибудь. Например, такую же бусину золотую, было бы красиво, да? Ну или уже можно подобрать бусину по цвету, какая вам нужна. Приходят они, мы знаем уже, кто покупал, все серьги-пусеты без заглушек. Ну, так как у меня заглушки есть, я уже их купила у него. Вот так выглядят они с заглушками. Давно я приглядывалась к этим сережкам. Ну, понравились. И качество хорошее. Так, следующие пусеты, серьги. Вот такого качества, вот такой формы интересной. Немного изогнутые, с петелькой. Так, а здесь сейчас посмотрим. 15 миллиметров на сантиметр. Здесь гвоздик довольно-таки длинный. Так, и еще у меня есть заглушки. Здесь, как я вижу, по-моему, есть проба. Вот эти вот заглушки, они когда новые, плохо раскрываются, и надо их немного раскрыть, может быть, даже инструментом, а потом уже надевать на гвоздик. Так как гвоздики, мне кажется, очень мягкий металл и может погнуться. Вот эти места немного склеиваются, может быть, между собой. И их надо вот раскрыть. И теперь хорошо проходят. Вот такие интересные тоже пусеты. Можно подвесить все, что вам нравится. Как золотые выглядят. Так, вот такие вот трубочки. Здесь, по-моему, 35 миллиметров. И да, 35 миллиметров длиной. И здесь отверстие 0,9 миллиметров. Выбрала я 10 штучек. Можно, по-моему, и 20. Чем больше берем, тем дешевле и выгоднее получается. Но я покупаю все поменьше, но чтобы было больше товара выбрать. Хочется что-то новенькое посмотреть, увидеть. И если мне тогда нравится товар, тогда я уже и выбираю большее количество. Вот такие трубочки. Можно и в серьги их применить, сделать вот так на пины. Здесь бусинки прикрепить. Получится как вишенки. Я хотела так сделать серьги. Ну, оригинальные трубочки. И качество очень хорошее. Так, следующие давайте посмотрим вот такие палочки. Здесь уже идут палочки не круглые, а квадратные. Смотрите, хорошее качество, да, видно.
2 сантиметра длиной. Здесь петелька. Вот так сделано красиво. 10 штук в комплекте, можно и 20 выбрать. И, пожалуйста, вот можно прикрепить сюда, если кто-то не любит бусинки. И будет болтаться такая подвесочка. Ну а здесь, я думаю, не будет красиво. Хорошее качество, как я вижу, да. Нет никаких изъян, я не вижу. Хорошенькие. Так, следующее. Это вот такие коннекторы интересные. Форма. Вот такая форма, как цветочек внутри. Здесь можно прикрепить все, что угодно. Здесь к швензе, здесь можно бусинку, а здесь есть еще вот 4 отверстия. И я уже думаю, можно здесь на тросик набрать бусинки, прикрепить вот к этим петелькам. Будет такая серьга. И здесь можно еще и бусинку прикрепить маленькую. Тоже так можно сделать, да? Посмотрите, какая красивая деталька. 10 штук в комплекте, но можно выбрать, по-моему, и 20 тоже. Размер 15 миллиметров на 6 миллиметров. Вот такие хорошенькие коннекторы. Вот такие коннекторы, подвески. Двухсторонние, очень хорошо. Посмотрите, какие красивые. Рифленые, и размер 2 сантиметра на 18 миллиметров. Хорошо, что они двухсторонние, можно сделать симметрично, например. Кто любит симметричное все, очень красивые. Можно даже и где-то в цепочку прикрепить, если собирать цепочку. Оригинальные. А продаются они, по-моему, по 2 штуки. И до 6 штук можно выбрать. Ну, конечно, 6 штук будет дешевле. Я выбрала 2 коннектора. Следующие это вот такие подвесочки. Тоже как коннекторы. Здесь есть вот отверстие, перекладинка, где можно прикрепить тоже что-нибудь. Но здесь уже сверкают они, так как это цирконий, наверное. Посмотрите, какие цветочки. Были, по-моему, и бабочки, форма бабочек, и еще другая форма. 13 миллиметров на сантиметр. Вот такая вот обратная сторона. Сверкают красиво, я думаю, на солнышке будут оригинально смотреться и сверкать. Ну вот возьмем, например, вот такую швензу и прикрепить можно. И здесь еще можно бусинку любую прикрепить, оригинальные. Следующие вот такие подвесочки. Цветочки тоже цветочки. Но здесь уже с покрытием эмали лепестки. И в середине циркон или фианит. Но здесь покрашен он в такой оранжевый цвет. Очень красиво смотрятся цветочки. Вот такая обратная сторона. Все аккуратненько выполнено. Красиво будут тоже в сережечках смотреться. Красивые, понравились тоже. Так, а размер сейчас померяем. 17 миллиметров на 15. И 2 штуки идет в позиции. Так, ну и последняя у меня подвеска круглая. Ну, такая, как будто помятая форма, неровная. В середине сердечко. Здесь
белая эмаль. Здесь вот есть маленькие стразики, как я вижу, да, сверкают. И вот такое сердечко, даже здесь есть стрела. Здесь уже есть колечко, на которое можно подвесить. И можно на цепочку, я думаю, подвесить такое сердечко. Или сделать тоненькое украшение из белых бусинок с золотыми какими-нибудь проставочными бусинками. Будет красиво выглядеть. Вот такое интересное. Можно сделать украшение, я думаю. Вот такая сегодня была у меня интересная распаковочка. Напишите, что вам понравилось. Мне интересно ваше мнение, как всегда. Ну а если было полезно и интересно мое видео, поставьте мне лайки за мои труды. Я буду очень вам благодарна. И подписывайтесь на канал Дзен. Смотрите меня и там. Тоже буду благодарна. Но я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.